Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, сегодня я, на самом деле, знаете, на чем хочу поиграть? Таком, на чем-то необычном и очень нестандартном. Ну, на нашей любимой мете инсектоидов. Поэтому сегодня, если что, после этого ролика вам необходимо будет сходить в душ, помыть руки. Короче, все сделать. Полную химчистку, полную дезинфекцию. Короче, вы меня поняли. Ну и сразу хочу предупредить то, что сегодня я какой-то не сильно сконцентрированный. Какие-то сумбурные мысли, действия. Короче, не очень-то и внимательные сегодня. Ну, это если что, если вдруг я тут буду какие-то лютые ошибки делать, там что-то пропускать и тому подобное и так далее. Вот, я вижу, здесь есть просто реликвия аптечка священника. Аптечка священника. Вот, и поэтому я хочу попробовать на инсе как сыграть. Плюс тут есть еще и инвокер. Ну, знаете, по нашей любимой мете. Мать насекомое находим, находим камень Киры и погнали наших городских. Правильно? Правильно. Вот. У меня со старта улучшение, конечно, не то, которое бы я хотел. Я бы хотел, чтобы мне БХ упал. Ну ладно, к этому мы вернемся. Поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Я надеюсь, вы уже поставили свой лайк, несмотря на то, что это инсеки. А кто не подписан, тоже подписывается. Максимально быстро это все делаете. Ну и на мой телеграм тоже канал подписывайтесь. Вот это вот, короче, формулировка фразы. Ну, короче, вы поняли, насколько у меня сейчас сумбурные мысли, насколько я сейчас немножко поплавленный, можно так это сказать. Вот. И ПХшку у меня монетку не получил, потому что Тини всех добил. Вот крыса. Ну, а кто может, соответственно, стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. В комментариях, если что, закрепленная ссылка, как стать спонсором. Так, я там вижу, там уже один человек с одним героем сидит, ну, такое, в принципе, я не удивлен. Напомню, что новый сезон, все ранги сбросились, поэтому будем потихонечку подниматься. И просто почему я решил на инсектоидах сыграть, так как я их почти не вижу. Вот, серьезно, их настолько сейчас редко видно, что аж прям диву даешься. Почему так? Потому что инсеки до сих пор такая же сильная мета, как и была. Я реально удивлен, почему, как бы, ну, так к инсекам относятся. Поэтому сегодня я хочу напомнить ребятам по поводу инсеков. Вот. Тут на самом деле есть несколько легендарных фигур. Это инвокер, это дизраптор. Вот. Можно было бы, конечно, и на шаманах сыграть, но, если честно, я на шаманах как-то не особо хочу сыграть. Возьму, короче, сейчас возврат урона. Блин, что я делаю? Ну вот, короче, вы видите, да, насколько у меня сейчас мозг поплавленный? Просто тупо какие-то такие тупые действия делал. Ой-ой-ой. Ну ладно. Это нормально. Бывают у всех такие дни, поэтому если у вас тоже такие дни бывают, ничего страшного. Это нормально. На самом деле, я пытаюсь как-то хоть оправдать, но, короче, это норма, полноценная норма, поэтому если вы тупите или делаете какие-то ошибки, то знаете, вы не робот, вы человек, и мне тут баф людей на 5-м раунде пришел. Ой-ой-ой. Так, ну возьмем уровень, сделаем так. Можно было бы, конечно, сейчас выйти в деньги. Блин, есть такой момент. У меня БХ одну монетку не получил еще. И хочу ли я... Да не буду так делать. Я бы мог, конечно, сейчас продать еще и Хускара с 2 ШД, чтобы выйти в 20 монет. Но я этого делать не буду, потому что и ШД в 2 звезды хороший, и Хускар хороший герой. Ну, короче. Не хочу выходить в полную экономику. Поэтому буду так играть пока что. Тут на самом деле под инсека вообще шикарная игра, потому что есть аптечка священника, есть мастерская бума. И мастерская бума мне поможет тем, что я смогу намного дешевле предметы переделывать. А для меня это прям то, что необходимо. То, что доктор прописал. Классно то, что мне баф людей пришел. На самом деле это топ. Топ и еще раз топ. Не знаю, будут ли тут инсектоиды в этой игре, но я думаю, что никто инсектоидов в этой игре не соберет. Я думаю, здесь соберутся какие-то условные маги, постараются собраться. Ну, мне так кажется. Но я думаю, маги соберутся, потому что сейчас все, знаете, как-то оживились в текущем патче. Все собирают всякие нестандартные сборки. И на самом деле, вот эта игра мне нравится максимально. Когда есть разнообразие выбора, а не то, что ты играешь на 3 сборках и все. Это как панацея от всех болезней. Тут такой, чук,
Почему вы играете все на одной и той же сборке? Вот ты заходил раньше в катку, ты видел 2 инсека, 3 Марси, и там, может быть, шаманчик нарисуется, и все. И больше ничего не рисовалось. Ну, еще, конечно, там Тинкер рисуется, но на самом деле, хочу сказать так, Тинкер все еще классная лагуна. Хорошая лагуна от Лины, нормальная, добротная. Вау. Это, конечно, круто. Это очень круто, то, что мне сейчас инвестиция в лучшее будущее приходит. Но на самом деле я, наверное, продам всех и выйду в 30 монет. Мне бы, конечно, не хотелось бы продавать ШД, не хотелось бы продавать БХ, но нужно так сделать. Еще и обезьяна пришла, можно было бы ее взять, но в мою сборку она не особо подойдет, потому что... Не, на самом деле, типа, и обезьяна хорошо подойдет под инсектоидов. Я бы даже сказал, добротно подойдет под инсектоидов, но... Не хочу. Хочу вот инвокера, дизраптора. Вот такой вот хочу. Но если что, то что обезьяна, что антимаг отлично заходят в инсеков. Особенно если спать насекомыми с камнем Киры. Там вообще 10 из 10. Вот. Поэтому если вам приходит антимаг либо обезьяна, можно еще и через них играть. У обезьяны прикол в том, что она будет держать всех в вечном стане. Как я уже ранее говорил, ему даже предметы не нужны для того, чтобы держать в вечном стане. То есть единственное, что ему необходимо... Это просто быть в 3 звезды, и все. Когда он в 3 звезды, у него стан 2 секунды. И, соответственно, когда он дает свою палку, он настакивает сразу себе стаки. То есть, в чем суть? Он дает стан 2 секунды, при этом получает сразу перманентный первый стак. Раз. Потом он дает просто 2 тычки со своей скоростью атаки, извините меня, это за глаза. И сразу обновляет стан. А если таких обезьян 3-4 штуки появятся с помощью инсеков? Да-да. Но тоже, обезьяна может не затащить раунды, элементарно из-за того, что вот будут против вас, допустим, условные воины, и там керасы нарисуются, да, у кого-то, даже без воинов, то, соответственно, хрен там плавал, урона от обезьяны будет минимально. Блин, Сларг неприятный, присосался. Козел. Ну ладно. Я уже в 40 монет вышел, все отлично. Идем дальше уровень. На самом деле, получить ранний баф людей, боже, это самое лучшее, наверное, что можно получить на старте. Конечно, на старте еще самое лучшее это получить себе тинкера в 2 звезды и баф гоблинов с мехами в 2 звезды и все. Потом еще и баф людей сверху поставить. То есть делайте так. 3 гоблина, 3 меха, тинкер в 2 звезды, резак в 2 звезды, клок в 2 звезды. И дальше 3 человека сверху. Желательно, конечно, чтобы это было маги, то есть это Котл, Лина и ЦМ, чтобы получить еще себе немножко бафа магов, чтобы понижать сопротивление противникам. Вот да, это, наверное, самое лучшее начало будет. А потом еще сверху антимага получить на 7 уровне условно, да, и в 2 звезды желательно. И вообще все, песня, бомба, петарда. Че тут поставил себе 6 богов, но насколько это рентабельно поставить себе 6 богов? Не очень-то рентабельно, но ладно. Ладно. Кстати, как вам новый герой? Что можете про него сказать? Мне там в комментариях писали о том, что типа, когда вы ставите 2 скаймагов... Сюда эту прикормку. Когда вы ставите 2 скаймагов, то, соответственно, они друг друга триггерят. То есть, как это работает? У вас, допустим, какой-то условный шедек стоит свою способность, и 2 скай начинают стрелять. И они друг друга триггерят. То есть они будут бесконечно накидывать свою способность. Это имейте в виду. Я в каком-то из роликов об этом 100% говорил, только я не помню в каком. Поэтому еще раз напоминаю, что 2 скаймага, они триггерят друг друга. То есть, условно, если вы собрали 2 ранних 2-звездочных скаймагов, поставили себе баф магов, то там нормально такой будет развал кабины со старта. Так что вот так. А еще мне нравится, знаете, что они ускорили все-таки раунды, что теперь раунды по 40 секунд, и в действительности игра стала намного оперативнее, намного быстрее, вот так можно сказать. И мне это нравится. Типа ты не сидишь по триллион тысяч лет. Боже, как мне идет. Не, ну это 100% инсеки, ребят. Это 100% инсеки. Мне еще и аптечка упала. Не знаю, может паролиться сейчас найти себе баф жрецов. Или пока что подождать. Там есть винстрик. Там есть винстрик. Баф воинов. Но баф воинов я не заберу, у меня слишком слабый стол. Так, никто аптечку себе не берет, поэтому я возьму себе аптечку. Аптечка хороша. Аптечка пригодится нам.
Я же говорю, самая идеальная реликвия упала под инсеков. Теперь самое главное, чтобы не только реликвия упала, но и предметы упали, и герои упали. Я надеюсь, мне паучиха будет идти нормально в этой игре, потому что обычно, знаете, когда я играю на инсектоидах, то паучиха мне вообще не идет по какой-то причине. Не знаю, какое-то проклятие на мне или что. Охренеть, еще и панда выпала. Просто одна панда. Ой-ой-ой. Так, баф жрецов. Жрецы, где мои жрецы? Жрецы, дайте жреца, пожалуйста. Жреца дайте, говорю. Где жрец? Ай, дурак, дурак. Короче, я только что, если что, случайно нажал скип. Ой-ой-ой. Боже, какой дурак. Ой, дурак. Ну вот то, о чем я говорил, ребят, видите? Ну, все, если что, я оправдан. Я оправдан. С нулевой секунды я оправдан. Не, на самом деле я жесткую ошибку совершил, то, что я сейчас кучу денег сролил. Я мог намного меньше сролить денег, но что вышло, то вышло, как бы, да? Ну ладно, извиняюсь. Да. Кстати, хотел я записать себе ЦК в 3 звезды. Боже, я не знаю, никто не собирал ЦК, и в 5 играх мне тупо он не шел адекватно. А в одной игре он пришел мне довольно-таки рано, к 21 раунду, я не знаю, это рано или нет. Я думаю, это не очень рано, когда ты на 6 уровне заблокированной синергией орков ролишься. Да что ж такое, режим Жигуля активирован. Извиняюсь. Вот, это поздно, это очень поздно для 2 звезд, ну, для героя 2 тира. Собрать его в 3 звезды к 21 раунду — это очень долго. Прям невероятно долго. Я сейчас, если что, делаю себе стол послабее, потому что что-то мне не нравится то, что я не абузю по максимуму аптечку. Надо по максимуму ее абузить. По-любому. Нельзя. Нельзя ее так абузить, как сейчас получилось. Выиграть раунд. Мне не надо раунды сейчас выиграть. Мне нужно как можно быстрее выйти в 10 уровень. Желательно в 10. Можно, конечно, на 9. Но все будет зависеть от того, сколько у меня будет хп. Вот так. Будет у меня хп нормально, то можно и в 10 пойти. Будет у меня хп ненормально, то на 9 остановимся, начнем ролиться. А там уже как пойдет. Для того, чтобы сыграть на инсеках, мне надо будет 2 предмета. Это мать насекомая и камень Киры. Все, больше мне предметов не нужны. По героям мне нужно желательно, чтобы у меня было 2 паучихи в 2 звезды и 2 паучихи в 1 звезду. Чтобы у меня было 3 героя для съедения с помощью камня Кира. Вот, и все. Больше мне ничего не надо. Плюс 5 хп сюда. Больше мне ничего не надо будет. Ну, инвокер еще нужен. А если там вдруг какой-то сильный типочек будет, то, соответственно, можно дизрапторов поставить, и будет у меня 3 3-звездочных дизраптора появляться. Короче, будем отталкиваться от ситуации. Правильно? Правильно. А то, знаете, я сейчас загадываю на то, что наперед, типа, что я буду делать. А надо будет отталкиваться сейчас при игре на инсеках от того, что мне придет. Но на самом деле, что дизраптор, что инвокер отлично смотрится. Инвокер, конечно, это универсальный герой, который и спамит, и кастует, и урона миллиард наносит. Ну, прям такая булочка с корицей, которая не даст спокойно пожить твоим противникам. Ну, нормально, сейчас получу в табло. Хорошо. Добротно. Вот. Что-то еще хотел сказать. Что-то еще хотел сказать. Но самое главное, это то, что вот для инсеков много не надо. Там даже мозгов особо не надо для того, чтобы на инсеках играть. Я уже 1000 раз говорил и 1000 раз первый повторюсь. То, что играть на инсеках, это очень легко. Самое главное, это просто соблюдать комбинацию. И чтобы вам, ну, немножко скилла проявилось. Чтобы у вас немножко скилла проявилось. Плюс 1 хп с баночки. Спасибо, спасибо. Меня что-то уже баночки пока что не радуют. Типы там готовятся, ждут моих инсеков. Что тут у тебя? Опа, ТБшка. А вот это, конечно, необычно. Он ТБшку закинул в мору. Антимаг уже есть, понимаю. Ну, ничего страшного. Антимаг не панацея. Если у меня все получится как надо, им будет очень больно и неприятно. Короче, да. Сейчас самое главное, чтобы чуть-чуть повезло. Чуть-чуть. Много не надо. Чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Так, рандомим. Я мог, конечно, сейчас взять себе пакт мертвецов. Найти себе Никса. Но я этого делать не хочу.
так. Я вот это вот сделаю. Так, подешевле, чтобы было. Так вот, можно было бы взять пакт мертвецов и попробовать найти себе никсов. Но я этого делать не хочу. Это мне не надо, потому что я в любом случае буду играть через мать насекомое. Но на самом деле, если пакт мертвецов довольно-таки рано выпадает, и вы хотите поиграть на инсектоидах, то можно брать пакт мертвецов и ставить себе никсов, потому что это фиолетовая фигура, закинете туда шапку. Самое главное вот соблюдать вот эту вот математику, что вам нужны двухзвездочные будут никсы. То есть один в одну звезду и второй в две звезды. Вот так вот надо, чтобы однозвездочный никс умирал и отталкивался от двухзвездочного никса. Сейчас, когда я все соберу, я объясню, как все это работает, потому что сейчас, я думаю, не особо есть смысл рассказывать, что как работает. Надо вот вам рассказывать это тогда, когда вот по факту оно будет. Потому что сейчас я вам расскажу, мысль у вас вылетит из головы, а потом в конце будет вопрос, как это работает. Но если кратко, то камень Киры дает вам ценность продажи плюс 2. И самый главный момент, ребят, что шапка второго тира, которая дает плюс 1 ценность продажи, что камень Киры, который дает плюс 2 ценности продажи. Во-первых, они работают только на изначальные фигуры инсектоидов. Это такой был баланс в одном из патчей, что сделали так, что эти предметы только работают на изначальных фигур инсектоидов при игре через синергию инсектоидов. Запомните это. То есть, если вы, допустим, сделаете себе мать насекомое, закинете камень Кира в антимага, и этот антимаг будет хавать маленького антимага за одну звезду, то он не вылупится подороже. Разработчики так забалансили. И это на самом деле правильный баланс. Довольно-таки приятный баланс, я бы так сказал. Блин, опять затупил. Опять затупил и вышел из инкама. Ну что за... Ой. Ну, ребята, если что, бывают такие дни. Бывают. Ничего страшного. Ошибки совершают все мы люди. Иногда мы играем не на полной концентрации даже, поэтому... Короче, я все свои ошибки буду списывать на то, что я сегодня, давайте так, не выспался. Хотя по мне сегодня такой, сияющий. В общем, думаю, вы за ценность продажи уяснили. Теперь смотрите, вы берете камень Киры, вы берете паучиху. Закидываете в паучиху камень Киры двухзвездочную, ставите маленьких паучих по одной звезде, ставите вокруг алхимика, либо же вокруг той же самой паучихи. Паучиха хавает этих паучих, и они будут отталкиваться от этой паучихи, которая будет с камнем Киры. То есть в 2 звезды она уже будет стоить как за 8 монет. И, соответственно, инсектоиды, когда хавают при полной синергии, плюс 1 к ценности продажи еще получается. То есть у вас будет паучиха не за 8 монет отталкиваться, а за 9 монет отталкиваться. И то есть, соответственно, это 100% легендарная фигура в 3 звезды. Сколько надо мать насекомых, если у вас есть такой вопрос, то на самом деле достаточно одного мать насекомого, чтобы полностью инсектоидов как бы раскрывать. И в принципе все. Не нравится мое количество хп мне, если честно. У меня 46 хп. Ну такое. Баночки сегодня очень плохо поработали. Чел на первом месте имеет огромнейший винстрик, через воинов играет. Если он продолжит играть через воинов, то не очень бы мне хотелось дизрапторов ставить, так как... Не, ну в принципе, если у него не будет кирасы и не будет шаробезны, то можно и дизрапторов поставить, потому что дизраптора... Ну, будет 3 дизраптора, которые нормально так будут выжигать. Я смотрю, тут собираются делать керри Марси. Нормально. Вот и посмотрим, как работают инсеки против керри Марси. Но на самом деле хочу сказать то, что Марси довольно-таки просто может законтрить керри Марси. Инсеки могут... Да нет, не так. Марси с энергией гритеров может спокойно законтрить инсеков. Просто нужны будут хорошие предметы. И все. Можно было бы сейчас поставить, конечно, 4 чернокнижника, но я не особо это хочу делать, если честно. Сейчас надеюсь, что мне упадет мастерская бума. Я очень надеюсь в этом. Потому что если не упадет мастерская бума, то будет лютая поплава. У меня 36 хп сейчас. Я, наверное, все-таки попробую 10 взять. Я люблю риск. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, да? Такая фразочка. Я люблю риск, поэтому я все-таки пойду в 10. Нужно пойти в 10. Так, паутинка полетела в мобика, хорошо. Отлично.
Прекрасно, замечательно. Давай, не подведи меня с реликвией, пожалуйста. Да и... Серьезно. Сразу хочу сказать, это очень плохая реликвия мне упала. Это очень плохая реликвия мне упала. Я бы даже сказал, отвратная реликвия упала. Ну, она не отвратная. В лете она может зарешать, когда у вас есть, соответственно, бабки и все такое. А хпшки нет. Это аналог метаморфозы. Помните такую реликвию, которая при нанесении урона восстанавливала вам энное количество хп? Вот это вот ее аналог. Поэтому в лете она на самом деле может затащить, когда у вас есть деньги, но нет хп, и вы просто меняете свои деньги на хп. И наоборот, если, соответственно, у вас хп больше, то вы меняете на деньги. Но в моем случае я буду заменять свои деньги на хп. 21 раунд, у меня уже 10 уровень. Пока все отлично. Тьфу-тьфу-тьфу. Чего? Чел закинул предметы в Мирану по какой-то причине. Хотя у него Марсия двузвездочная стоит. Серьезно? Плюс 1 хп с баночки. Спасибо, я очень рад. Так, ладно, предметы переделаю. Камень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я понимаю, подгон. Дизраптор сюда. А зачем мне огр? А, ну пусть пока стоит этот огр. А мне он и не нужен, по сути. Так, вот так сделаю сейчас. Все. Так, активирую монетку. Тут меня сейчас вынесет, походу. Сейчас на следующем... Хотя можно и сейчас. Плюс хпшку восстановить, потому что, ну его в баню. Может, у меня сейчас табло снесет на минус 27, хотя вряд ли. На самом деле, еще круто то, что разработчики перебалансили вот эту вот тему от призванных существ урон. Хорошие разработчики сделали. Ничего себе. Так, монетку... Монетку. Плюс 2 хп с баночки. Спасибо. Монеточку еще раз обузим. Получаем хпшечку. Ладно, я полностью буду выходить из экономики. Сейчас нет смысла держать такое количество денег, потому что я могу вылететь очень быстро. Поэтому вот да. Дизраптор хорошо идет. Это неплохо. Это отлично, я бы даже так сказал. Мне нужны паучихи. Спасибо мне еще за дизраптора. Не, на самом деле, обалдеть, как мне дизраптор идет. Лучше бы это был, конечно, инвокер, но и дизраптор тоже пойдет. Горный вождь выпал. Куда же тебе поставить-то, а? Ладно, вот так сделаю сейчас. Ну, должен, по идее, себя неплохо чувствовать. Пока что. Ну, по крайней мере, не сильно в табло я должен получать. Это, конечно, не инвокер, но, я же говорю, тоже пойдет. Есть еще и омники, которые подхиливают и дают физ-защиту и маг-защиту. Поэтому нормально, нормально. Пусть будет пока что. Я потом, конечно, этого омника продам, потому что он бессмысленный для меня. Не, ну на самом деле он не особо-то и бессмыслен. Нормальный. Пойдет. Угу. Понял, спасибо. Вопросов не имею. Так, ну по идее сейчас у меня алхимик может кушать одну паучиху, одну змейку, и должно быть все в порядке, из них должен кто-то вылупляться, потому что дубликаты-то на столе есть. Правильно, правильно. Сейчас попробуем. Я надеюсь, конечно, будет вылупляться, потому что есть какой-то небольшой баг. Почему-то при синергии первого уровня они друг от друга не отталкиваются. Ну вот. Где? Тут еще и Сларк с БФом. Вообще неприятно, если честно. Я что-то реально не понял, по какой причине у меня сейчас не появилась со змейки из паучихи какая-нибудь фигура инсеков. Она должна была появиться, потому что дубликаты-то у меня есть.
С Омника у меня появился, а тут не появилось. Еще один дизраптор. Вообще шикарно. Мне нравится. Мне мой заход нравится. Сейчас 25-й раунд. И будем держать кулачки, что с первого раза у меня появится мать насекомая. Хотя это вряд ли, но надежда умирает последней. Кто не знает, как работает синергия Киры, то плюсиком он съедает фигуры. То есть слева, справа, сверху, снизу от себя. Сверху, снизу, слева, справа от той фигуры, в которой находится синергия Киры, вот, допустим, в Алхимике, он будет съедать фигуры не выше цены продажи его собственной. Кстати, чел на инсеках играет. Несмотря на то, что у него такой огромный винстрик, он играет на инсеках. Вот это да. А я только вот в начале ролика сказал... В начале игры сказал о том, что инсеков не бывает почти. Ой, инвокер сюда. Так, пожалуйста, мать насекомая, пожалуйста. Вот да. Вот это я понимаю, царский подгон. Мне теперь только необходимо найти паучих. Без паучих будет грустно. О, паучиха сюда, но у меня проблема. Я пока не могу никуда эту паучиху закинуть. Типа у меня будет двухзвездочная паучиха и все, как бы. Ладно, пока что алхимика поставлю. В любом случае друг от друга они будут отталкиваться. Еще яйцо пришло, вообще шикарно. Вот, смотрите, у меня сейчас паучиха будет съедать маленькую паучиху, дизраптора, змейку. И, соответственно, змейка будет отталкиваться от змейки выжившей. Дизраптор, соответственно, будет отталкиваться от двухзвездочного дизраптора. Поэтому смотрите сейчас, как он будет работать. Смотрите. Бэмс. Оп, трехзвездочная змейка сюда. Инвокер двухзвездочный тоже появился. Вообще прекрасно. Вообще топчик. Я думаю, чел уже не рад. Ля, ему сейчас табло прилетит. Минус 27. Они вроде бы там что-то порезали в плане нанесения урона, но что-то как-то, ну, не очень. Все равно очень много прилетает. МПС-ка есть. Кстати, тут могут нарисоваться обалденные шаманы, но тут вряд ли кто этих шаманов уже реализует. Так, подожди. Мне сейчас надо вот так вот сделать. Так и вот так. Сейчас у меня 100% будет появляться один инвокер в 3 звезды. 100%. Потому что у меня сейчас паучиха за 6 монет цены продажи, камень Киры плюс 2, и, соответственно, это 8. А синергия инсеков дает тебе плюс 1 монетку для перерожденных фигур. Ну, плюс 1 ценность продажи. Соответственно, у меня 100% один инвокер будет появляться в 3 звезды. А с дизраптора у меня не будет такого. Потому что... Да, чел на инсеках решил играть, прикиньте. Ля крыса. Не, ну там, кстати, у него инвокер заряженный. Вопросов не имею. Вообще вопросов не имею по поводу этого инвокера. У него и агоним, и посох 3-го тира. Ну, силен. Ля спамит как. У него еще, кстати, отмотка времени. 2 раза хаотичный договор заюзал. Бэмс, минус 23. Сюда. Еще на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас у меня будет появляться 2 инвокера, 3 звезды. Все, но это камбэчно, я считаю. Я здесь 100% выигрываю. Меня вряд ли кто-либо законтрит сейчас. Единственное, что вот тот чел, который играет сейчас тоже через инсеков, он меня может спокойно законтрить. Тут как бы гадалки не ходи, но он может спокойно меня законтрить. У меня до Рок Войны еще. Понял? Для однозвездочного инвокера, конечно, находить Рок Войны это такое, но я на будущее. Может, его в 2 звезды соберу. Вот еще. А, это тот же инвокер. Посмотрел на инвокера, которого только что вынес. На самом деле, если он найдет себе камень Киры, у меня будут проблемы. Потому что инвокер у него сейчас посильнее. Найдет камень Киры, найдет паучих, то будет втройне мне плохо. Ой, хорошо Сайленс залетел. Если бы сейчас Сайленс не залетел, антимаг мог меня спокойно схавать. Но! Минус 31, да.
Так, я думаю, игра сейчас очень быстро закончится. Так. Ну, я башер скипну, он мне не нужен. Понял. Вопросов не имею. Ладно. Мне нужно еще паучиху понаходить. Так, змейку апаем. Змейку апаем. Но я думаю, игра очень быстро сейчас закончится. Во-первых, там 2 инсека, я и вот этот типочек. Чел на зверях играет, и второй чел вообще что-то непонятное собирает. О, не, ну серьезно, камень Киры нашел. Ну благо хотя бы у него нету этих паучих. Из-за того, что у него нет паучих, ему сейчас очень больно будет. Из-за того, что нет паучих, у него, соответственно, не будет инвокера появляться, как у меня. Вот у меня сейчас появилось 3 инвокера, 2 в 3 звезды и 1 в 2 звезды. Сильно? Очень сильно. Плюс у меня еще и дизраптор есть, который плюшки накидывает. Хорошо. Минус 17. Мало. У меня, кстати, если что, только что инвокеры по минимальному времени появились. Так, подожди, я ж могу, по сути, купить дизраптора и поставить его вместо змейки одной. Все-таки дизраптор будет подороже. Но все-таки да, будет подороже. Меня радует то, что чел пока что себе не находит паучих. Вот это меня радует. Нашел бы он паучих, мне было бы не очень. Но имеем то, что имеем. Сейчас игра закончится за пару раундов, я уверен. Проверяйте мои слова. Я Ванга. Ля, какая паучиха огромная. О, рок войны упал. Пойдет. Но мне это все, по сути, не надо. То, что сейчас выпало. Отмотка времени. Спасибо. Возьму еще раз монеточку. Серьезно? Вы гляньте, как мне дизраптор идет. Это же просто трэш. Я сейчас алхимика делаю керри немного. То есть я его сейчас поставил в центр, чтобы у меня алхимик... Вот, кстати, когда играете на инсеках, не забывайте о том, что у вас есть алхимик. По сути, инсекам особо это и не надо. Но, если у вас есть алхимик, и вы делаете его огромным, вы можете сделать его керри, который будет тащить. То есть вы играете через перерождение, плюс у вас есть еще алхимик, который может с руки навалять. Поэтому не забывайте за него. Хороший герой. Может много в чем помочь. То есть, если, допустим, ваше перерождение не справилось, то вы можете реально спокойно делать себе керри алхимика сверху. То есть, у вас и инвокеры появляются, ну и, соответственно, еще и сверху есть алхимик, который с руки будет наваливать. Не, инвокер это, конечно, машина. Вы просто посмотрите, что он творит. Абизару, что, все, 5, 10, минус типочек на минус 34, сюда. Не знаю, может, кирасу какую-то найти. Да я думаю, даже не кирасу. Я хотел бы рок войны найти. Ну, драконий рок найти. Уже оговорочка по Фрейду. Да, я, наверное, хочу. Понял. Ну, я возьму арчит. Возьму арчит. Все-таки имба. Арчит это все-таки имба, потому что он сейчас, если прилетит в нужную цель, в инвокер в нашем случае, да, он не будет кастить способности примерно 6 секунд. А для меня это прям 10 из 10. Там челу, походу, на инсеках вообще не фартит. Нету паучих у него. Всех паучих я скупил. 3 инвокера сюда. И инвокер его под арчидом сидит. На чили, на расслабоне. Правда, у него бессмертие есть, но это бессмертие ему не поможет. Смотрите, что сейчас с ним будет. Минус 32. Инсеки? Не имба. Вообще ни разу. Да.
Ребят, напоминаю, что после этой игры, после этого ролика вам необходимо сходить в душ и провести полную дезинфекцию. Ну не только руки мыть. Полную дезинфекцию делаем, ребят. Не знаю. Инсеки как были мета, так и остались мета. Инсеков можно законтрить. Это, ну, это не панацея, то, что инсеков невозможно законтрить. Инсеков на самом деле возможно законтрить, потому что будет у вас, допустим, условно, та же самая Марси, сильный керри, который будет с руки наваливать с хорошими предметами, она просто переживет всех. Гритеров поставил, чтобы контроля вообще не бояться, и все, и чилишь. Реально чилишь. Также также и с инсеками. Даже если ты вот играешь через перерождение, у тебя есть алхимик, которого ты можешь закерить, там, кирасу ему закинуть, предметы на урон и тому подобное. То есть, если вот повезло, как у меня сейчас, по сути, с первого раза найти камень Киры и с первого раза найти, ну ладно, со второго раза найти себе мать насекомое. Ну вот, тоже можно так играть. У вас дополнительно будет керри. Мало ли того, что инвокер спамит. Ну, инвокер это универсальный герой. Почему? Потому что он и дамажит, и спамит, и контролит 10 из 10. Ну, тоже. Можно законтрить и дизрапторами. То есть вы просто поставите себе 3 дизраптора. И прикол в том, что если против вас играет какой-то маг, либо же играет нежить, да, то, соответственно, ваши инсеки при перерождении скидывают с себя дебафы магов и дебаф нежити. Тоже такой вот момент. Единственный момент это то, что минтеков можно в долгую законтрить, если у вас просто плотный керри, который переживет их время жизни. Как-то так. Ну, в общем, я думаю, тут все понятно объяснил. Кто хотел когда-то на инсеках сыграть, ребята, я осуждаю это максимально. На инсеках не играйте. На инсеках играют только одни с минус 1 сантиметр. Ну, вы поняли. Ну, и все. На инсеках не играем. Вот это вот подводим итог. Инсеками мы не играем, но инсеки все еще в мете. Поэтому как-то так. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк. Кто не подписан, то подписываемся. На мой телеграм-канал тоже подписываемся. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.